Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Всем здравия и всяческих мыслимых и немыслимых благ. У нас накопилось десяток вопросов по теме подкормок рассады овощных и цветочных растений. Вопросы касаются именно рассадного периода выращивания. Больше всего проблем у нас возникало много лет назад, это наш опыт, а теперь эти проблемы возникают у множества новичков именно с рассадой помидоров, перца и баклажанов. Где-то около 30 лет назад у нас был такой опыт. Я сейчас его распишу четко, потому что многие будут повторять. И чтобы вы уже знали, что делать, что не делать, я рассказываю все тонкости этого опыта. Итак, семена томатов посеяли в стаканчике в феврале месяце с дерновой землей и с добавлением перегноя. Тогда у нас была корова, и с качественным перегноем, сыпцом проблем не было. Дерновую землю насеяли в лесопосадке и к ней добавили сыпец в пропорции 70% дерновой земли плюс 30% сыпца. Почва-грунт получился рыхлым, таким пористым, водопроницаемым, жирным. Семена были свои, розовый микадо. Вернее, это семена были от свекрови. Она этим очень серьезно занималась, собирала. У нее очень классные были урожаи микадо. Посеяли мы семена во влажную почву, в стаканчики. И эти стаканчики поместили в ящички. Накрыли пленкой и установили на подоконнике нашего дома. Окна были деревянные. Качество окон желало лучшего. Но для того времени сплошного дефицита эти окна для нас были самыми лучшими. На зиму мы щели заклеивали, даже пленкой с улицы заклеивали, но подоконники были холодными. Это мы теперь знаем, что подоконники – это опаснейшее место для рассады. А тогда мы установили ящички со стаканчиками на подоконнике. Семена всходили очень долго, около 2 недель. Растения были такими слабыми, вытянулись, листики имели такой светлый зеленый цвет. Тогда у нас теплицы еще не было. Показали свою рассаду тогда одному из агрономов, который посоветовал подкормить рассаду и устроить парничок для рассады у южной стороны дома. У нас в феврале в те времена были часто очень теплые солнечные дни, и поэтому можно было вот такой парничок сделать и на день выносить свою рассаду. Мы подкормили по совету опытного земледельца слабым раствором нитроамофоски и стали на день выносить рассаду на улицу. Вот эти парнички, в этот парничок, который мы через сделали. Недельку рассада ожила, начала расти не по дням, а по часам. Почва-грунт на солнышке прогревался в стаканчиках, в самом парничке, и было тепло одинаково снизу и доверху растения. Листики постепенно становились темно-зелеными, сами растения набрали сил, и даже в начале марта стали уже выбивать цветочные кисти. Что делать? Высаживать еще рано в открытом грунте, а помидоры просятся на волю. Сделали самодельный простой парничок у южной стороны дома 2 на 4 метра и укрыли пленкой. Уже собирались высаживать туда нашу рассаду. Тем более, что наши местные тепличники всегда в середине марта уже высаживали рассаду в свои теплицы. Но тут выпал снег, и неделю держалась зимняя погода. Снова же по совету опытного земледельца пришлось опрыскивать растения помидоров препаратом по сдерживанию роста растений. Название не помню, препарат дал сам вот этот овощевод-агроном. Рассада остановилась в росте. Мы обрадовались.
В стаканчиках все уже было заполнено корнями. Целый месяц мы мучили буквально рассаду помидоров в этом состоянии. И во второй половине апреля высадили в парничок, вот который мы сделали, рассаду. Долго рассада не проявляла особого желания расти. Тогда снова обратились к нашему помощнику, и он посоветовал подкормить растения с того же раствором нитроамофоски по инструкции, что мы и сделали. И только после этого помидоры начали расти. На каждом растении мы тогда вырастили по одному большому помидору, где-то от 350 до 400 граммов, и еще по парочке поменьше весом помидоров. И это был весь Я неспроста так подробно делюсь своим опытом. Давайте сейчас разберем все ошибки, чтобы начинающие огородники их не повторяли. В первую очередь назовем эти два плюса, которые у нас были все-таки в нашем опыте в тот год. Это почва, грунт был подготовлен хорошо, все мы сделали правильно по совету мудрых овощеводов местных. И еще один плюс был – это качественные семена. Их собирала свекровь, а она в этом деле была ас, настоящий профессионал. Ну, на этом все плюсы у нас тогда и закончились. А теперь начинаются минусы. Первый минус – это подоконник. Это я теперь меряю температуру от стекла на самом подоконнике, а тогда подоконник был холодный. Температура в хмурые дни и ночью на подоконнике составляла плюс 15, плюс 18 градусов. Поэтому посевы на рассаду в любой емкости не устанавливайте на подоконнике. Но и у батареи отопления или же у самой печки тоже нельзя устанавливать рассадные наши растения, то есть посевы. Оптимальная температура для получения всходов томатов должна быть от плюс 20 до плюс 25. Это должно быть место с одинаковой ровной температурой. Вот такой ровной температуры, которую я назвала. И снизу, и сверху, и по сторонам. И только когда появятся всходы, температуру нужно уменьшать до плюс 18 градусов. Но это не значит, что нужно перенести на постоянное место вот эти все наши рассадные растения на подоконник. Днем можно оставлять на подоконнике, а на ночь забирать оттуда. Пусть в комнате, где-то на столе или где-то в другом месте находится, даже на полу. Там всегда в комнате, в середине комнаты ровная температура. Низкие температуры этого же подоконника, любого, даже современные подоконники, они могут погубить нежную корневую систему помидоров. На южном окне днем надо делать затенение, чтобы рассада не сгорела. Тут и тоже еще один может быть вот такой нюанс. Идеальный вариант – теплицы. В теплые дни февраля, марта на несколько часов в солнечные дни можно и даже нужно выносить рассаду в теплицу. В случае, если теплицы нет, надо как-то делать какие-то парнички или на балконе с южной стороны, или же в другом месте. То, что у вас есть, выносить на улицу, но хотя бы немножко, чтобы была вот эта ровная температура, и солнечный витамин D должен быть обязательно. Это был у нас первый минус – подоконник, холодный подоконник. Второй минус в нашем опыте – это рассада. Весь период, вот она у нас находилась где-то 2,5 месяца, и вот она находилась в маленьких стаканчиках, одинаково всегда в этих стаканчиках. А перевалки мы тогда и не подозревали. Я и не слышала, и не знала. Это уже с помощью вот этих проб мы пришли к перевалке, потому что видела, как развивается корневая система. И научилась вот это сдерживание делать перевалкой. Только где-то в последние 8 лет мы этим на серьезной основе, постоянной основе занимаемся. Этим это перевалкой с маленьких чуть больше и больше и больше горшочки. Третий минус, о котором нужно сказать. Нельзя увлекаться подкормками рассады, тем более минеральными удобрениями.
Я сейчас только после пикировки, где-то через неделю, провожу полив подкормочку, и то слабеньким получается раствором. Есть в аптеке у нас кремний. И вот в этот кремний, 2 таблетки кремния на литр теплой воды вечером развожу, а утром поливаю. И все. В крайнем случае вы мне скажете, что вот у нас нету таких таблеток, хотя очень многие уже отзываются и спрашивают, купили уже. Если нет вот таких таблеток, используйте настой банановых шкурок. Я это делаю и делала иногда раньше, вот и сейчас, если у меня собирается, вот есть сразу 5 шкурок бананов на 3-литровую банку. Закладываю, заливаю почти доверху водой, крышку накрываю и в темное теплое место оставляю на недельку, не менее недели, если больше, даже лучше. Затем 1 к 1 развожу, но такой я делала полив подкормку только 1 раз в рассадном состоянии наши растения, не больше, ни в коем случае. При таком почвогрунте нельзя увлекаться подкормками. Вот это 3-й минус. 4-й минус. Вот это очень важно. Многие мне пишут сейчас, вот это по 2021 году, мы обработали препаратом для сдерживания роста. Ну, называют эти препараты. И вот мы тоже тогда использовали этот препарат. Ну и как будто бы хорошая штука. Рост надземной части замедляется. Все питательные вещества перенаправляются на корневую систему. А что остается растению? Как же формировать корневую систему в малом объеме почвы стаканчика? Это было очень стрессовое состояние для рассады и томатов, тогда мы и баклажаны, и перцы выращивали. Просто некуда было развивать корневую систему. Все полностью было в корнях в этих стаканчиках. Хотя томаты, в данном случае томаты быстро восстанавливаются при посадке уже в грунт, но при использовании препаратов по замедлению роста помидоров произошел сбой в программе вегетации. Поэтому вот могут быть и тоже такие проблемы. Нельзя спешить и сильно разгонять растения, и потом приостанавливать. 5-й минус – это очень тоже важный нюанс. Это долгий период нахождения растений в рассаде. Идеально для томатов жить с момента всходов и до высадки рассады в грунт 45-55 дней. Но самый крайний срок 60. Это мы с помощью перевалок доводим до такого периода. Но это только в случае перевалки в большие горшочки. В одном горшочке этот период очень большой и снова же стрессовая ситуация. А теперь давайте превратим минусы все, которые мы назвали, в плюсы и получим вот такую картину правильного выращивания рассады овощных растений. Вот они, правила выращивания рассады. Первый плюс, который он остается, качественные семена. Мы сейчас используем уже профессиональные семена, которые подготовлены к таким сложным погодным условиям, которые будут продолжаться и в 2022 году, и они уже имеют определенную устойчивость к различным заболеваниям. Это и есть качественные семена. Старые эти семена у нас не работают, дают 1 помидор, ну еще наскидку там 1-2 маленьких и засыхают. Они не завязывают плоды при высоких температурах. Поэтому мы выбираем профессиональные качественные семена. Второе. Качественный почвогрунт. Очень важно, мы уже этой теме уделяли внимание. Не используйте кислый торф, иначе вы загубите очень дорогие семена. Должен быть качественный почвогрунт. Это может быть зерновая земля из лесопосадки, или же зерновая садовая земля, верхний слой тоже мы его используем активно. И плюс 30%, если нет возможности приобрести вот этот сыпец, то можно использовать снова же торф, но не кислый, обязательно проверяйте.
И можно использовать кокосовый субстрат. Нам очень нравится кокосовый субстрат. Мы его заранее покупаем, когда он дешевый, осенью, и потом используем его уже в сезон. По качественному почвогрунту мы разобрались. А теперь третий важный пункт правил. Третье правило – это место выращивания рассады с комфортной температурой. Должна быть комфортная температура и для корней. Напоминаю, корни – это голова наших растений. Голова, которой вот у нас голова, мы питаемся, принимаем пищу. То же самое у корней растений. Они питаются из почвы, и воду пьют, и питательные вещества. Поэтому для всех частей тела должна быть комфортная температура. Правило номер 4. Перевалка. Перевалка из маленьких в большие горшочки. Этот момент очень важен для того, чтобы сдерживать развитие корневой системы. Причем это естественный, природный способ, и растение не подвергается тем стрессам, которые подвергаются с помощью химических вот этих различных препаратов. Пятое правило. Я провожу всего-навсего одну подкормку после пикировки, где-то через неделю, но никогда не поливаю и не подкармливаю сразу же после пикировки. Растения должны минимум 3 дня заняться тем, чтобы искать и воду, и осваивать вот это новое пространство. Снова же корни должны освоить, искать и развиваться. Вот эта задача для корней очень самая главная практически. Но используем кремний или же банановый настой. Шестое правило. Нельзя использовать препараты сдерживания роста. Зачем высаживать раньше, заниматься подкормкой минеральными удобрениями, а затем сдерживать рост? Это получается вообще-то непонятная, конечно, ситуация, но мы это тоже прошли, поэтому не используйте эти препараты сдерживания роста. Правило номер 7. Мы составляем агрогороскопы для посева семян на разные месяцы. У нас уже есть время посева, лучшие дни для посева на февраль 2022 года. И уже в феврале мы будем готовить и выставлять видео на март месяц. Это очень важно. Поэтому, если вы живете в теплом регионе, в теплой стране, и вы будете высаживать в апреле месяце свою рассаду, тогда можно сеять семена на рассаду в феврале. Ну и на юге у нас сеют для теплиц тоже в феврале. Кто-то даже в январе сеет. Ну, если отапливаемая теплица, то можно и в январе сеять семена томатов на рассаду. Самое лучшее, вот многие уже спрашивают, северные регионы, когда лучше сеять семена овощных растений на рассаду. В данном случае вопросов много по томатам. Ну, самое лучшее у нас март месяц или же апрель. Все зависит, когда у вас начинается теплый период. Вот в 2021 году аж в июне начался вот этот теплый период, где-то даже после 10 июня. Поэтому отнимайте вот эти 55-60 дней и выбирайте, вот там не имеет значения, где-то 5 дней больше, 5 меньше, выбирайте самые лучшие периоды, и мы об этих периодах обязательно в наших агрогороскопах рассказываем. И вот выбираем самое продуктивное время для того, чтобы получить здоровую, качественную рассаду, а затем из этой рассады получить хороший урожай. Но сегодня мы говорили о правилах выращивания рассады, мы рассмотрели наш негативный опыт, и мы бы хотели, чтобы вы не повторяли этот опыт, а сразу же приступали к правильному выращиванию растений, и чтобы вы получили в 2022 году хороший, добротный урожай овощных растений. Мы этого вам желаем, а мы – это авторы канала Раиса Греченко и Александр Волик. Мы подготовили это видео, мы проанализировали еще раз свои ошибки и сегодня поделились с вами своим опытом для того, чтобы у вас все было хорошо.
На этой позитивной ноте мы хотим попрощаться с вами, еще раз попросить вас оценить наш труд, лайкайте, комментируйте. Если вы не подписаны, подписывайтесь на наш канал и делитесь этим видео со своими друзьями, близкими, с теми, кто вам дорог, кому вы желаете благополучия. Ну а мы встретимся с вами всего-навсего через сутки, то есть завтра в новом видео. Пока-пока!